Они были непобедимы, их армии шли через континенты, их города сияли золотом, но самые страшные враги не видели, он жил внутри. Гордыня, предательство, жадность и вера в собственное бессмертие – вот что уничтожило величайшие империи мира. Сегодня 10 империй, которые сожгли себя изнутри. Ацтекская империя – жрецы против здравого смысла, мощное государство с тысячами храмов и армией фанатиков. Но когда религия становится сильнее разума, империя обречена. Ацтеки принесли в жертву сотни тысяч людей, веря, что это спасет их от конца света. Когда испанцы ступили на землю Мексики, бог войны не пришел им на помощь, он уже жил в их сердцах. Империя рассыпалась не от меча, а от слепой веры. Советский Союз – империя, проигравшая самой себе, ни одна держава 20 века не вызывала столько страха и надежды. СССР победил Гитлера, запустил человека в космос, но проиграл там, где не было фронта. Коррупция, догматизм, страх перемен. Когда народ перестает верить идее, никакое оружие уже не спасет империю. Она рухнула не под танками, а под тяжестью собственной лжи. Римская империя – власть без границ и без души. Великая империя, где дороги вели к величию, а золото – к разложению. Граждане Рима перестали воевать, за них умирали наемники. Сенат спорил, императоры пировали, а варвары лишь ждали момента. Рим не был разрушен, он сгнил изнутри. И когда рухнула столица, это было лишь символом того, что империя умерла задолго до падения стен. Османская империя, когда вера не спасает 6 веков власти, 3 континента, бесчисленные народы. Но чем больше империя, тем тяжелее управлять ею. Османы превратили дворец в лабиринт интриг. Каждый визирь боялся быть отравленным, каждый султан – свергнутым. Вера осталась, но дух воинов исчез. Великая империя ислама угасла не на поле боя, а в золотых коридорах своего дворца. Шестая британская империя – величие, ставшее грузом, над британской империей никогда не заходит солнце. Но однажды солнце все-таки зашло. Империя, построенная на колониях, начала гнить, когда поверила в собственную непогрешимость. Войны, кризисы, бунты. И в итоге на карте остались лишь осколки. Британия не проиграла врагам. Она устала быть империей. Монгольская империя, сила без преемников Чингисхан, создал империю из ничего, но никто не смог удержать ее. Сыновья и внуки, разделившие наследие, стали врагами. Они сожгли свои же города, чтобы доказать, кто достоин трона. Великая степь породила чудовище, которое само себя съело. Монгольская империя погибла от собственной жадности к власти. Империя великих моголов, блеск, скрывший трещины, величайшие дворцы Азии, жемчужные купола, несметные богатства. Но под золотом росла тень. Султаны тратили больше на роскошь, чем на армию. Народ голодал, а знать пировала. Когда британцы пришли, им не пришлось завоевывать, им просто открыли ворота. Потому что там, где правит эго, народ больше не хочет защищать империю. Наполеоновская империя – гений, ставший пленником собственного величия. Он мог стать спасителем Европы, стал ее кошмаром. Гений стратегии – пленник амбиций. Когда власть становится самоцелью, разум уходит. Наполеон проиграл не при Ватерлоо, а в тот день, когда поверил, что выше судьбы. Его империя умерла от того же, что и он, от гордыни. Империя Александра Македонского слишком велика для одного человека, он покорил мир в 30 лет. Но никто не смог покорить его собственное эго. После смерти Александра мир не знал, кому поклоняться. Его генералы разделили империю и сожгли память о нем в борьбе за власть. Великий поход закончился не победой, а раздором. Империя умерла с тем, кто ее создал. Египет – вечная империя, съеденная временем, Египет правил тысячелетия. Пирамиды пережили войны, катаклизмы, династии. Но даже вечность имеет срок. Когда власть превращается в ритуал, а вера – в форму, жизнь уходит, остается лишь камень. Египет не был завоеван. Он остыл, как солнце после заката. И остался лишь шепот. Все великое погибает не от врагов, а от самих себя. История всегда повторяется. Империи умирают не от мечей, а от лжи, страха и гордыни. Они строят стены, но рушат сердца.
И если ты думаешь, что наш мир другой, вспомни эти 10 империй. Подпишись, чтобы не пропустить следующую часть. Предательство, похоронившее власть. История не про прошлое. Это зеркало, в котором мы видим себя.